Этот человек, Дэниел, спас жеребенка в дикой природе, но ничто не могло подготовить его к тому, что мать жеребенка сделала дальше. Дэниел ехал по лесному шоссе, чувствуя себя отдохнувшим после спокойного одиночного похода. Высунув одну руку из опущенного окна, он начал планировать свое следующее приключение, медленно продвигаясь вперед. Внезапно воздух прорезал слабый незнакомый звук. Сначала Дэниел не понял, что это был за звук. Низкий, скорбный плач, эхом разносившийся среди деревьев. Он наклонился, прислушиваясь, и его любопытство возросло. Когда звук стал громче, он различил отчетливое ржание лошади. Его первоначальное безразличие сменилось беспокойством. Дэниел хотел было проигнорировать это и продолжить свой путь домой, но настойчивый крик о помощи вызвал глубокий отклик. Он быстро съехал на обочину и припарковался. Схватив свою маленькую аптечку, Дэниел направился в лес. Примерно через 5 минут тишину речного берега нарушил отчаянный всплеск, а затем раздался жалобный крик задушенной Винни. Дэниел резко повернул голову на звук, и у него перехватило дыхание. Там, в бурлящей воде, жеребенок боролся за то, чтобы удержаться на плаву. Его глаза были расширены от ужаса, когда он покачивался, борясь с быстрым течением. Темно-красные полосы закружились в воде вокруг него, окрашивая поверхность, когда жеребенок брыкался. Его маленькое тельце погружалось все ниже с каждой отчаянной попыткой. Сердце Дэниела бешено колотилось, когда он бежал к набережной. Его ботинки скользили по грязи, когда он сокращал дистанцию. Движения жеребенка становились все слабее, а его крики тише, затихая под неумолимым шумом реки. Не колеблясь, Дэниел вошел в ледяную воду. По коже побежали мурашки, когда ледяное течение обрушилось на него, сбивая с ног. «Держись!» — выдохнул он, едва слыша собственный голос за ревом реки. Он протянул руку, схватил жеребенка за мокрую шею и попытался подтянуть его дрожащее тельце поближе к берегу. Жеребенок вздрогнул, запаниковал, но был слишком измучен, чтобы сопротивляться. Кряхтя от напряжения, Дэниел поднял молодую лошадь на руки и, спотыкаясь, выбрался из воды. Только когда они оказались на твердой земле, Дэниел увидел причину появления крови. Нога жеребенка была туго обмотана проволокой, которая глубоко врезалась в плоть, ободранная и кровоточащая. У Дэниела скрутило живот, когда он понял, что должно быть произошло. Бедняга, должно быть, брыкался, пытаясь спастись, но поскользнулся и упал в реку. Дэниел быстро достал перочинный нож и начал осторожно срезать проволоку. Казалось, каждый щелчок вызывал у жеребенка душераздирающее хныканье. Но Дэниел продолжал шептать, пытаясь успокоить их обоих. Наконец, последняя деталь силка отвалилась, и Дэниел увидел рану на ноге жеребенка, глубокую рваную рану. Сердце Дэниела сжалось от жалости к маленькому созданию. «Здесь. Теперь ты в безопасности», — прошептал он. «С тобой все будет в порядке». Дэниел не был уверен, как лечить рану. Нога жеребенка выглядела плохо, а у него не было опыта в медицине. Пытаясь помочь, он осторожно успокоил испуганного жеребенка и обработал поврежденную ногу тепловым спреем, надеясь, что это принесет некоторое облегчение. Вместо этого жеребенок издал душераздирающий крик. Этот звук глубоко встревожил Дэниела, и его охватило чувство вины. Он не хотел усугублять ситуацию, но, видя, что жеребенку еще больнее,
Его сердце сжалось от сожаления. Он жалел, что не может сделать больше. Дэниел решил перенести жеребенка туда, где трава пореже, думая, что это даст ему возможность позаботиться о его травме. Но как только ему удалось отвести жеребенка в более подходящее место, произошло нечто шокирующее. Откуда ни возьмись, впереди по тропинке выскочила лошадь и галопом помчалась к ним во весь опор. Сердце Дэниела бешено колотилось в груди. Лошадь неслась так быстро, что он был уверен, что она вот-вот врежется в него. Он быстро, но осторожно отступил назад, зная, что бег может усугубить ситуацию и подать неправильный сигнал лошади. Как только лошадь набрала полную скорость, она издала оглушительное ржание, настолько громкое и пронзительное, что сердце Дэниела забилось еще быстрее. Его тело напряглось, когда лошадь махнула хвостом в его сторону, что он воспринял как явное предупреждение. Поняв, что лошадь, возможно, готова напасть на него, он поспешно отошел на безопасное расстояние, наблюдая за происходящим издалека. Как только Дэниел отступил, ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что лошадь, скорее всего, была матерью жеребенка. Она наклонилась к своему жеребенку и нежно потерлась о него головой, успокаивая. Сердце Дэниела сжалось, когда он наблюдал за ними. Именно она издавала мучительные звуки, возможно, призывая на помощь. Он чувствовал боль в ее движениях, когда она пыталась успокоить своего раненого ребенка. Лошадь-мать предприняла несколько отчаянных попыток вытащить жеребенка. Но как бы она ни старалась, жеребенок застрял. Видя ее борьбу и понимая, что он не может просто стоять в стороне, Дэниел решил снова приблизиться к ним, на этот раз с еще большей осторожностью. Дэниел подошел ближе и медленно поднял руку, указывая на жеребенка, словно спрашивая у матери лошади разрешения помочь. То, что произошло дальше, и реакция матери застали его врасплох. Лошадь шагнула к нему, тихо заржав. На этот раз это было не предупреждение, а успокаивающий звук. В этот момент Дэниел понял, что лошадь поняла, что он здесь не для того, чтобы причинить вред ее жеребенку. Казалось, теперь она доверяет ему, а может, поняла, что у нее нет выбора. Когда Дэниел склонился над жеребенком, осматривая его ногу и пытаясь понять, что еще он может сделать, он понял, что травма слишком серьезна, чтобы справиться с ней в одиночку. Жеребенку требовалась надлежащая медицинская помощь, и как можно скорее. Он решил позвонить в местный приют для животных, но когда он начал искать контактную информацию ближайшего приюта, то с замиранием сердца понял, что в этой части леса нет покрытия сети. Будучи опытным туристом, Дэниел понимал, что для получения сигнала ему нужно найти возвышенность. Бросив последний взгляд на жеребенка и его мать, он направился в лес, двигаясь быстро, но осторожно. Пройдя несколько минут, он обнаружил небольшую горную местность. Как только сетевые панели вернулись на его телефон, Дэниел, не теряя времени, нашел номер приюта и позвонил. Но как только он закончил набирать номер и стал бездумно перебирать содержимое своего кармана, его охватило новое беспокойство. Он не мог найти ключи от машины. На мгновение его охватила паника, но он пока отбросил ее. Он знал, что сначала должен сосредоточиться на получении помощи. Он вернется по своим следам и, надеюсь, найдет ключи на обратном пути к жеребенку. На данный момент единственное, что имело значение, это убедиться, что помощь уже в пути. Резкий «Алло?» Звонок на другом конце провода отвлек Дэниела от его беспокойных мыслей.
Куратор сразу же почувствовал настойчивость в голосе Дэниела. Не теряя времени, Дэниел подробно описал ситуацию. Он объяснил, что у жеребенка, по-видимому, сломана нога, и что бедное животное испытывает сильную боль от перенесенных испытаний. Проводник заверил его, что спасательная команда будет немедленно отправлена на его место. Следующие 2 часа показались ему вечностью. Пока Дэниел с тревогой ждал в лесу, он не был уверен, чем бы заняться, чтобы скоротать время. Он наблюдал, как мать-лошадь склонилась над своим жеребенком, отчаянно пытаясь успокоить его. Сцена была очень трогательной. Наблюдая за отчаянными попытками лошади успокоить своего малыша, Дэниел вспомнил о сильной связи между животными, их любви, заботе и способности чувствовать боль так же, как это делают люди. Это был тихий, нежный момент, который глубоко поразил Дэниела, заставив его осознать, как сильно чувствуют и страдают эти существа. Довольно скоро спасательная команда прибыла на место, где находился Дэниел. Ветеринар немедленно приступила к работе, внимательно осмотрев рану. После тщательного осмотра она обернула поврежденную ногу бинтом из крепа, чтобы обеспечить мягкое сжатие и стабилизировать травму. Закончив, она велела команде погрузить жеребенка в грузовик для транспортировки. Все это время лошадь-мать стояла неподалеку, с тревогой наблюдая, как она ходит взад-вперед. Она не сводила глаз с ветеринара, и ее волнение росло с каждой минутой. Когда команда поднимала жеребенка в грузовик, мать-лошадь предприняла отчаянную попытку тоже забраться внутрь. Но спасатели быстро закрыли дверь, прежде чем она смогла последовать за ней. Вот тогда все изменилось. Лошадь взбесилась и в бешенстве легала грузовик, не желая оставлять своего ребенка. Она не понимала, что они пытаются помочь, и от вида ее паники у Дэниела защемило сердце. Спасатели поспешно забрались в грузовик, завели двигатель и направились в сторону шоссе. Но лошадь не собиралась сдаваться. Она побежала за грузовиком, стуча копытами по земле, пытаясь не отстать. Дэниел, который тем временем нашел свои ключи, бросился обратно к своей машине, припаркованной у шоссе. Он почувствовал глубокую печаль по матери лошади. Он мог понять ее боль, отчаяние, вызванное нежеланием расставаться со своим жеребенком, но не было никакого способа объяснить ей, что они пытались спасти ее ребенка. Все, что мог делать Дэниел, это беспомощно наблюдать за происходящим. Когда он тронулся с места, его взгляд не отрывался от лошади. Она гналась за машиной почти 2 километра, и было больно наблюдать за ее решимостью, прежде чем, наконец, сбавила скорость и остановилась в изнеможении. Именно в этот момент, наблюдая, как она исчезает вдали, Дэниел принял решение. Он сделает все, что в его силах, чтобы воссоединить мать с жеребенком. Когда Дэниел вернулся в город, его охватило тяжелое чувство беспомощности. В ветеринарной клинике он мало что мог сделать, поэтому неохотно вернулся домой. Его сердце было переполнено тревогой. В ту ночь уснуть было практически невозможно. Он лежал в постели, ворочаясь сбоку на бок, и его мысли были заняты реакцией матери лошади и невыносимой болью, которую она, должно быть, испытывала. На следующее утро, как только Дэниел закончил свои утренние занятия, его мысли вернулись к жеребенку. Он не мог больше ждать, поэтому взял телефон и позвонил в приют. Сотрудник регистратуры сказал ему, что врачи все еще усердно работают над лечением жеребенка. У нее пока не было никаких новостей, но она заверила его, что он первым узнает о них, как только появятся какие-либо новости.
И все же его терзала неуверенность. Этот день, казалось, тянулся бесконечно долго для Дэниела. Он поймал себя на том, что постоянно проверяет свой телефон, надеясь на звонок или СМС из приюта. Но каждый раз, когда он смотрел на экран, там ничего не было. Ни сообщений, ни новостей. С каждым разом его сердце сжималось все сильнее. Ему. Он был удивлен тем, насколько глубоко проникся заботой о жеребенке и его матери. Хотя это и было неожиданно, он не мог отрицать, что они полностью покорили его сердце. Проведя целый день без каких-либо новостей, Дэниел не мог больше ждать. На следующий день, сразу после работы, он сам поехал в приют, чтобы проведать жеребенка. Как только он приехал, ветеринар сообщил несколько утешительных новостей. Когда они шли в палату к жеребенку, ветеринар объяснил, что травма ноги была не такой серьезной, как они первоначально опасались. Она не была сломана, просто неправильно расположена. И они дали жеребенку лекарство, чтобы облегчить боль. Дэниел почувствовал, как его захлестывает волна облегчения, благодарный даже за малейшую надежду. Когда Дэниел вошел в комнату и увидел жеребенка, спокойно лежащего на боку, он не мог не восхититься его мягкой, сияющей шерсткой и тем, насколько потрясающе красивым он был. При виде этого зрелища у него защемило сердце. Когда же ребенок заметил его, он издал нежный, знакомый звук, и сердце Дэниела забилось сильнее в ответ. Осознание того, что жеребенок помнит его, наполнило его теплом, которое он не мог выразить словами. Не колеблясь, Дэниел придвинулся ближе, устроился рядом с жеребенком и начал нежно массировать ему бока. Его руки мягко скользили по его телу, ощущая тихое дыхание, и он старался утешить его единственным доступным ему способом. Это был спокойный момент, от которого, казалось, у обоих на сердце стало легче. Дэниел чувствовал, как крепнет связь между ними, и на какое-то время все остальное перестало иметь значение. Когда он, наконец, был доволен проведенным здесь временем и жеребенок погрузился в нежный сон, Дэниел поднялся, чтобы уйти, со спокойной улыбкой на лице. Перед отъездом он зашел к ветеринару, чтобы расспросить о выздоровлении жеребенка. На сердце у него все еще было тяжело от беспокойства. Слова ветеринара смягчили его беспокойство, заверив, что пройдет совсем немного времени, и жеребенок окрепнет настолько, что сможет вернуться в дикую природу. Осознание того, что будущее жеребенка обнадеживает, наполнило Дэниела чувством глубокого облегчения. После недели ежедневных проверок состояния жеребенка Дэниел наконец получил долгожданную новость. Жеребенок полностью выздоровел и готов к возвращению в дикую природу. В день освобождения жеребенка Дэниел с готовностью предложил сотрудникам приюта сопровождать его в их миссии, и они с радостью согласились. Но для Дэниела это было нечто большее, чем просто возвращение жеребенка в дикую природу. Речь шла о том, чтобы воссоединить его с матерью. Перед тем, как выпустить жеребенка, команда отправилась на поиски матери лошади. Это была трудная и изнурительная задача, но их решимость не поколебалась. У жеребенка не было шансов выжить без нее. Однако после более чем часовых поисков они так и не смогли найти мать. В конце концов, они решили оставить жеребенка там, где нашли, в надежде, что он вернется. Когда двери грузовика открылись, Дэниел подошел к жеребенку и нежно прижался к его голове. Жеребенок в ответ завилял хвостом. Это был горько-сладкий момент.
Но Дэниел почувствовал, как его охватывает умиротворение. Довольный их связью, он отступил и позволил команде приюта внести свою лепту, отпустив жеребенка обратно в лес. Несмотря на печальное расставание, Дэниел знал, что сделал все, что мог. Когда они открыли грузовик и выпустили жеребенка, произошло нечто экстраординарное. Из ниоткуда появилась мать-лошадь, осторожно ступая по поляне. Она пряталась и наблюдала за ними все это время, ожидая этого момента. Сердце Дэниела подпрыгнуло, и он не смог сдержать волнение. Широкая улыбка озарила его лицо, когда он понял, что происходит. Лошадь-мать медленно приблизилась к своему жеребенку, издавая тихие, ласковые звуки, и жеребенок ответил ей такими же звуками. Они нежно обнюхивали друг друга. Их связь была ясной и нерушимой. Дэниел стоял и наблюдал, и его захлестывала смесь эмоций. Радость, облегчение и даже немного зависти от того, какая глубокая связь их связывала. Но больше всего он был счастлив, зная, что сыграл свою роль в их воссоединении. Сотрудники приюта стояли в благоговейном страхе, наблюдая за нежным воссоединением матери и жеребенка. После того, как они немного пообщались, мать-лошадь совершила нечто удивительное. Она начала приближаться к Дэниелу. Он застыл, не зная, чего ожидать, в то время как остальная часть команды наблюдала за ним, готовая вмешаться и при необходимости отпугнуть лошадь. К его удивлению, мать-лошадь издала громкое гордое ржание, приподняв гриву, словно в знак благодарности. Жест лошади согрел сердце Дэниела так, как он и представить себе не мог. Прямо там, стоя на поляне, он принял тихое, но твердое решение. С этого дня он будет посвящать все свое свободное время уходу за животными. Это было призвание, которое он больше не мог игнорировать, и воссоединение, свидетелем которого он стал, показало это яснее, чем когда-либо. Довольные тем, что поступили правильно, Дэниел и сотрудники приюта сели в свою машину, готовые отправиться обратно. Но когда они выехали на шоссе, произошло нечто неожиданное. Мать-лошадь и ее жеребенок последовали за ними. Они потрусили за машиной, издавая тихие звуки, как будто не хотели пока прощаться. Тронутый их настойчивостью, Дэниел высунул голову из окна и с энтузиазмом помахал им рукой. Его сердце переполняли эмоции. Он продолжал махать, пока лошади не скрылись из виду, и улыбка еще долго не сходила с его лица после того, как они скрылись из виду. Это был не просто конец одного путешествия. Это было похоже на начало чего-то большего, более важного, новой главы в его жизни, посвященной помощи нуждающимся животным. Если бы вы были на месте Дэниела, вы бы прислушались к крикам животных. Дайте нам знать в комментариях. Спасибо, что посмотрели, и до встречи в следующем видео.